Всем привет! Сегодня поговорим про такой проект, как Mina протокол. Блокчейн первого уровня. Самый легкий блокчейн в мире, управляемый участниками. Mina позиционирует себя как блокчейн размером всего с пару твитов, который можно загрузить себе на телефон, не занимая много места. Mina составляет всего 22 килобайт. И это значительно меньше, чем более узнаваемые блокчейны, такие как Ethereum, со 174 гигабайтами, биткоин с более 300 гигабайт. На самом деле, насколько я разобрался, Mina действительно такой легкий блокчейн для пользователей, но точнее я бы разделил на две части. На фронтенд, все, что для пользователей, и бэкенд, такая закулисная часть, да, для блок-продюсеров и снарк-блокеров. Фронтенд действительно всегда может иметь размер около 22 килобайт. Таким образом, любой, у кого есть смартфон, может синхронизировать и проверить сеть за несколько секунд. А что еще, в принципе, нужно обычному пользователю? Когда мы пользуемся любым месседжем, разве нам мы задаемся, сколько ресурсов тратится для содержания его в рабочей форме. В принципе, нам надо, главное, чтобы мессенджер спокойно помещался на наш телефон, не занимал много места и стабильно работал. В связи с этим, мое мнение, что Mina протокол — это крутая штука в мире блокчейна с большими перспективами на будущее. При этом не просто так. Ethereum Foundation отреагировал на это, и недавно, 17 февраля 2021 года, Сан-Франциско, Калифорния, совместно с Mina Foundation объявили о запросе по разработке RFP для включения рекурсивных снарков в блокчейн Ethereum. Как раз за счет них и получается такой легкий блокчейн, как Mina. Все работает на основе рекурсии. Две аналитические кривые семейства МНТ, которые позволяют верифицировать один снарк внутри другого снарка, это и есть рекурсия. Mina протокол фактически состоит из 5 снарков. Blockchain Transition Step, Blockchain Transition Wrap, Transaction Base, Transaction Merge и Transaction Wrap. За первые два снарка Blockchain Transition Step и Blockchain Transition Wrap отвечает блок-продюсер, а за другие три Transaction Base, Transaction Merge и Transaction Wrap отвечает снарк-блокер. Итак, как это все работает? Вы отправляете транзакцию в сеть, снарк Transaction Base оборачивает в себя транзакцию и делает, верифицирует ее, делает пруф на нее. Далее Transaction Wrap еще поверх оборачивает в себя. При этом он верифицирует Transaction Base и также верифицирует Transaction Merge. Transaction Merge соединяет несколько транзакций в одну. Также Transaction Wrap умеет соединять одну или несколько транзакций воедино. Blockchain Transition Step подтверждает, что этот блок валиден и что этот блок-продюсер имеет стейк с определенным счетом и имеет право создавать блок. Blockchain Transition Wrap дает proof подтверждения на Blockchain Transition Step. И если вы еще не совсем запутались, то в принципе на этом и все заканчивается. Основа выглядит именно так. Чтобы было вам далее все более понятно, покажу вам наглядный пример не из математики, а из живописи с одной транзакцией. Итак, как это работает на примере одной транзакции? Допустим, это ваша транзакция. Вы отправили ее в сеть. Снарк Transaction Base оборачивает данную транзакцию в себя и верифицирует ее. Далее Snark Transaction Wrap еще поверх оборачивает ее в себя
также Transaction Wrap верифицирует Transaction Base и верифицирует Transaction Merge. В свою очередь, Transaction Merge соединяет несколько транзакций, но так как у нас в примере одна транзакция, то будет это выглядеть так. Далее, блокчейн Transition Step подтверждает, что этот блок является валидным и что этот блок продюсер имеет стейк с определенной суммой и имеет право создавать данный блок. А блокчейн Transition Wrap дает подтверждение на блокчейн Transition Step, и на этом, в принципе, все и заканчивается. Также язык Snark работает на технологии доказательств с нулевым значением. Что это значит? Доказательство с нулевым разглашением позволяет одному человеку доказывать другому, что доказательство является верным, не раскрывая при этом какой-либо информации. То есть доказать, что вы знаете пароль, не показывая данный пароль. Например, у вас есть ячейка в банке. В любой день, придя в банк, неважно через сколько лет, неважно сколько сменилось сотрудников в банке, вы просите проводить вас к хранилищу ячейки, при этом не предоставляя документов и ключей. Банковский служащий провожает вас и информирует о том, что у вас есть ограниченное количество времени для того, чтобы самостоятельно одному открыть ячейку, изъять металлический ящик из ячейки и перейти в индивидуальную комнату для осмотра. После данных действий банковский служащий видит, что вы за выделенное время вышли из хранилища с металлическим ящиком, оставляет вас одних в комнате осмотра. Тем самым вы подтвердили, что имеете доступ к хранящемуся имуществу, не предоставляя своих данных и ключей. Вот так примерно работает доказательство с нулевым разглашением. В общем, Mina Protocol — это крутой проект с хорошей командой, с хорошими ценностями и миссией. Предлагаю познакомиться ближе и присоединиться к комьюнити. И да, в данный момент проходит комьюнити челлендж, может каждый принять в нем участие. Все ссылки оставляю под видео, так что присоединяйтесь. Всем удачи и до новых встреч!